Сегодня вы будете изучать не только русский, но и французский. Чуть-чуть. Всем привет! Вы на канале In Simple Russian, канал для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Ира. В русском языке насчитывается более 2000 слов, заимствованных из французского языка. Многие из них пришли в русский язык в XVIII и XIX веках. В ту пору в высшем обществе Российской империи было очень модно говорить и писать на французском языке. Настолько модно, что многие аристократы знали французский язык намного лучше, чем свой родной русский. Но мы отвлеклись. Итак, в русском языке очень много французских слов, и в этом видео я познакомлю вас с некоторыми из них. Если вы готовы, начнем. А начнем мы со слова «дюжина». От французского слова «douzaine». Дюжина – это 12 штук в счете какого-то одного предмета. Например, дюжина яиц, дюжина книг, дюжина яблок. Изначально, когда это слово появилось в русском языке в XVIII веке, дюжину использовали только моряки. Но со временем это слово стали использовать и на суше. Переходим к следующему слову. Жалюзи. Оконная занавеска для защиты от света. Но не только от света, также от завистливых и ревнивых взглядов прохожих на улице. Потому что во французском слово «жалюзи» означает ревность и зависть. Кстати, слово «жалюзи» в русском языке не склоняется по падежам и не имеет множественного числа. Так же, как и многие другие иностранные слова в русском языке, которые заканчиваются на «и», «е», «э», «о», «у», «ю». Например, такси, резюме, шоссе, кенгуру и многие другие. У меня есть отдельный видеоролик на эту тему. Посмотрите. Следующее слово – шофер. От французского слова «шофер». Шофер – это водитель автомобиля. Интересно то, что слово «шофер» первоначально означало «кочегар», то есть тот, кто топит печи или паровые котлы. В значении «водитель» это слово используется с начала 20 века и по понятным причинам. Теперь, чтобы ехать куда-то, топить печи не нужно. Следующее слово – планшет. От французского слова «планшет», что дословно означает «маленькая доска» или «дощечка». В русском языке планшет – это либо дощечка с зажимом для листов бумаги, либо портативное электронное устройство с сенсорным экраном. Насколько я знаю, французы используют другое слово для обозначения этого гаджета – таблет. Идем дальше. Слово «компот». От французского «компот». Компот – это сладкий напиток, который варится из свежих фруктов, сухофруктов или ягод. Это очень популярный напиток в России. Кстати, на Readline вы можете прочитать, что еще пьют русские, кроме компота, ну и водки. Ссылка в описании. Переходим к следующему слову. Слово «этаж». От французского «этаж». Этаж – это часть здания, которая включает все помещения на одном уровне. В России первый этаж – это этаж, пол которого находится на уровне земли. Следующее слово
Каприз. От французского caprice. Это слово означает необоснованное желание или прихоть. Глагол «капризничать» в русском языке часто применяют по отношению к маленьким детям, когда у них резко меняется настроение и желание. Следующее слово – шанс. От французского слова chance. Chance. Так же, как и во французском, шанс в русском языке означает вероятность, возможность осуществления или достижения чего-то. Например, у вас хороший шанс выучить русский язык на этом канале. Не упустите свой шанс. Идем дальше. Шедевр. От французского chef-d'œuvre, что буквально означает главная работа. Например, «Преступление и наказание» – это шедевр русской классической литературы. Анна Каренина – это тоже шедевр русской классической литературы. Ну и многие другие. У нас полно шедевров в литературе, как вы знаете. Следующее слово – кошмар. И русское слово «кошмар», и французское слово «кошмар» означают одно и то же – страшный сон. Мы это слово часто используем для выражения сильной негативной реакции на что-то. Какой кошмар! Мы добрались до последнего слова, и это слово «писсуар» от французского слова «писсуар». Писсуар – это разновидность унитаза, который используется в мужских общественных туалетах. Я где-то вычитала, что во Франции для этого предмета используют красивое слово «urinoir». А вот швейцарцы-франкофоны как раз-таки используют слово «pissoir». Очень красиво звучит, да? «Urinoir», «pissoir». Это были лишь несколько слов, которые русский язык позаимствовал из французского. На сегодня все. Пойду-ка я учить французский язык, и мы увидимся в следующем видео. Au revoir!